Сегодня мы рассмотрим следующую тему переменного тока – синусоидальные колебания. Как мы уже знаем, изменение тока в электрической сети происходит по синусоидальному закону. К этому следует добавить, что синусоидальные колебания очень часто встречаются в природе и технике. Например, синусоидальными являются колебания не только маятника, но и струн, пластинок и так далее. В радиоэлектронике синусоидальные токи и напряжения имеют очень широкое применение, поэтому коротко рассмотрим особенности этих колебаний. Любое синусоидальное колебание, ток или напряжение характеризуется следующими более важными величинами. Первое – это период. Период – это время совершения одного полного колебания, как показано на рисунке 5.5. Половина этого времени называется полупериодом. Очевидно, в один полупериод ток течет в одном направлении, которое условно можем принять за положительное, а в другой полупериод он течет в другом направлении, которое мы можем принять за отрицательное. Обычно положительный полупериод вычерчивается над абсциссой, а отрицательный под ней, как на рисунке 5.5. В качестве примера можем указать, что период переменного тока в электрической сети T равен 1/50 секунда, и это равно 0,02 секунды. В радиоэлектронике, однако, используются переменные токи, период которых составляет тысячные и миллионные доли секунды, поэтому кроме секунды часто используются и другие единицы времени. 1 секунда равна 1000 миллисекунд. 1 миллисекунда равна 1000 микросекунд. 1 микросекунда равна 1000 наносекунд. И 1 наносекунда равна 1000 пикосекунд. Вторая важная характеристика синусоидальных колебаний – это частота, которая обозначается буквой F. Частота – это число колебаний в секунду. Частота измеряется в единицах герцах. Единица названа в честь немецкого ученого Генриха Герца. Например, частота тока в осветительной сети равна 50 Гц. Как мы уже говорили, в радиоэлектронике используются колебания, частота которых составляет миллионы и миллиарды Гц, поэтому часто используются единицы, такие: 1 кГц равен 1000 Гц, 1 МГц равен 1000 кГц и равен 1 миллион Гц, 1 ГГц равен 1000 МГц и равен 1 миллиард Гц. Частота и период связаны между собой такими математическими формулами. T равно единица, деленная на F, а F равно единица, деленная на T. Следующая важная величина – это амплитуда. Амплитуда – это наибольшая, то есть максимальная величина напряжения, обозначаемая УМ, или тока ИМ, которую они получают при своем изменении, как показано на рисунке 5.5. Очевидно, за один период синусоидальный ток и напряжение достигают 2 раза своей максимальной величины. Следующая важная величина синусоидальных колебаний – это мгновенное значение. Мы уже знаем, что переменный ток непрерывно изменяет свое направление и величину. Величина напряжения в данный момент называется мгновенным значением напряжения. Это же относится и к величине тока. В качестве иллюстрации на рисунке 5.6 стрелками указаны несколько мгновенных значений величин напряжения в электрической сети в продолжении одного периода. Видно, что в начальный момент напряжение равно нулю, после чего постепенно нарастает до 100 вольт, 200 вольт и так далее. Достигнув максимального значения 310 вольт, напряжение начинает постепенно уменьшаться до нуля, после чего изменяет свое направление и снова возрастает, достигая величины 310 вольт и так далее. И последняя величина синусоидальных колебаний – это действующее значение.
Какому постоянному напряжению равно по своему действию переменное напряжение, указанное на рисунке 5.7 слева? Теория и практика показывают, что оно равняется постоянному напряжению величиной 220 вольт на рисунке 5.7 справа. Это действительно так, поскольку рассматриваемое в течение одного периода переменное напряжение имеет значение 310 вольт только в два момента, а в остальное время оно меньше. Так как синусоидальные величины изменяются непрерывно, то целесообразно ввести понятие «действующее значение». Под действующим значением переменного тока понимаем такой постоянный ток, который за то же самое время совершает ту же работу или выделяет такое же количество тепла, что и данный переменный ток. Таким же образом определяем и понятие действующее значение переменного напряжения. Именно поэтому говорится, что действующее значение напряжения сети равно 220 вольт. Доказано, что между амплитудными и действующими значениями синусоидального напряжения тока существуют следующие зависимости. УМ равно 1,4 У. У равно 0,7 УМ. ИМ равно 1,4 И. И равно 0,7 ИМ. Здесь УМ и ИМ это амплитудные значения, а просто У и И действующие. Иногда действующее значение обозначает УФ и ИФ, то есть эффективные значения. Амперметры и вольтметры, предназначенные для измерения переменного тока и напряжения, отсчитывают не амплитудные, а действующие значения тока и напряжения. Введение понятия действующего значения и действующего напряжения переменного тока очень удобно. Так, например, законы Ома, Киргофа остаются в силе и для переменного тока, если в них подставить действующие значения участвующих величин. Кроме того, ряд потребителей могут работать как с постоянным, так и с переменным током. Например, лампочка в 12 вольт светит одинаково как при постоянном, так и при переменном напряжении с действующим значением 12 вольт. И последняя тема переменного тока – ознакомление с токами низкой и высокой частоты. В радиоэлектронике переменные токи частотой от 10 до 20 тысяч Гц называются токами низкой или звуковой частоты. Источниками низкочастотного напряжения являются микрофоны, электрические мембраны, проигрыватели, магнитофонные головки, специальные звуковые генераторы и много других приборов. Напряжения, получаемые от них, вообще малы и подлежат усилению. Когда через динамик или наушники протекает переменный ток низкой частоты, то в них возникает звук. Токи и напряжения частотой выше 20 тысяч Гц называются высокочастотными. Они получаются в специальных устройствах, называемых автогенераторами. Если через наушники или динамик пропустить ток высокой частоты, наше ухо не услышит звука. Однако токи высокой частоты имеют ряд интересных свойств, которые в дальнейшем мы рассмотрим более подробно. Они имеют очень большое значение в радиоэлектронике. Запомните. Первое. Электрический ток, который периодически изменяет свое направление и величину, называется переменным током. Любой переменный ток характеризуется в основном своей частотой, амплитудой и действующим значением. Второе. Приборы, предназначенные для измерения переменного тока, показывают его действующее значение. Третье. Законы Ома, Киргофа и другие остаются в силе и в отношении переменного тока, если в них подразумеваем действующее значение. Четвертое. Переменные токи частотой от 20 до 20 тысяч Гц называются токами низкой, то есть звуковой частоты. И пятое. Переменные токи частотой выше 20 тысяч Гц называются токами высокой частоты.
Они имеют большое значение в радиоэлектронике.